Ваня и Света жили у бабушки. Нет, у них была мама, любимая мама, но видели они ее редко. Мама много работала, а еще она устраивала свою личную жизнь. Какому порядочному мужику нужна баба с довесками? Вздыхала порой бабушка. У детей была мечта жить с мамой. Они когда-то давно жили с ней, но об этом помнил плохо даже Ваня. Ему было 10 лет, а пятилетняя Света не помнила совсем. Ваня немного помнил папу. Это надо же было додуматься связаться с уголовником. Так и сгинул в тюрьме, говорила про него бабушка. У детей на генетическом уровне заложена любовь к матери. Пусть она будет плохой, пьющей, пусть она обижает их, но именно в ней они видят защиту и опору. Так и Ваня со Светой все ждали маму. И если другие дети на день рождения или Новый год мечтали о подарках, то они мечтали только о том, чтобы приехала мама. И когда это случалось, то было для них самым большим и лучшим подарком. Может, найдет мама все-таки мужика, которому будут нужны и довески? По телевизору кино показывали. Там мужчина женился на тетеньке с 3 детьми. Говорил тихонько Ване сестренке. Детям было хорошо у бабушки. Она их любила, и они ее старались не огорчать. Как могла, делала все для них. Но мать ведь не заменишь. Дети всегда были сыты и одеты. Хоть и простенько, но в чистое. Никто не упрекнул бабушку в том, что они неопрятны. Да и воспитала она их хорошо. Всегда с соседями здоровались. Ваня в школе хорошо учился, в драках не участвовал. И все у них шло потихоньку. Да только бабушки осенью не стало. Мать временно определила детей в интернат. Она сама привезла их, помогла раздеться. Ваня стоял спокойно, а Света плакала. «Чего ревешь? Я вас заберу после майских праздников. Вот разберусь с делами и приеду. Вы даже не заметите, как время пролетит», — сказала мать, прощаясь. Но Света все равно плакала. Она думала, что теперь мама их заберет, а вместо этого она привезла их к незнакомым людям. Привыкали детишки к интернату тяжело, хотя воспитатели их любили и жалели. Они были воспитанные, смышленные и трогательно заботились друг о друге. Конечно, Ваня заботился о сестренке больше, не давал ее в обиду, всегда старался подбодрить. Она же прижималась к нему и боялась, что и Ваня исчезнет, как бабушка. «Скоро будут майские праздники? Сколько еще ждать?» Каждый день спрашивала Светочка у брата. Ей даже не было интересно, что скоро Новый год, будет праздник. Учить какой-либо стишок отказалась наотрез. Даже Ваня не смог уговорить. А ведь раньше Света хорошо читала стихи в детском саду на утренниках. Прошел Новый год. Уже и весна наступила. Света знала, что когда все будет зеленым и цвести, то значит скоро приедет мама. Она с замиранием смотрела, как начинает расти трава, как распускаются листочки на деревьях. Все думали, что девочке интересна весна, но она думала совсем о другом. Ваня же на все смотрел спокойно. Нет, он, конечно, хотел верить матери, но что-то подсказывало, что чудо не случится. И больше всего ему было жаль свою сестренку. Прошли майские праздники, а потом и лето. Мама так и не приезжала. Она, наверное, еще с делами не разделалась. Успокаивал Ваня сестренку. А что он мог еще сказать? Правду нельзя. Хотя пытался он ее убедить в том, чтобы не надеялась. Но тогда случилась такая истерика, что ее еле успокоили. После этого Ваня и боялся произнести что-то такое вслух. Однажды, после обеда, вернувшись с экскурсии, Ваня не нашел Светочку. За Светой приехала мама и забрала ее. Пряча глаза, объяснила воспитательница. «А как же я?» – спросил Ваня. Воспитательница ему ничего не ответила. А что она могла сказать? Ведь то, что она думала о матери этих прекрасных детей, говорить вслух было нельзя. Только через много лет Ваня узнал, что мама отказалась от него. Он и тогда пытался оправдать ее,
Наверное, не нашелся мужик, который согласится взять мать с двумя довесками. Правильно, что она выбрала Свету. Девочке мать больше нужна. Теперь хоть сестренка не будет плакать, глядя в окно, будет рядом с мамой, а он справится, вырастет и найдет свою Светочку. Надо отдать должное воспитательнице, той самой, которой пришлось сказать Ване, что мама забрала только сестренку. Наталья Викторовна развила бурную деятельность в поисках родственников Вани и смогла найти. Ване повезло. Очень скоро его нашла тетя Валя, родная сестра его отца. Ну, это он так думал, что тетя Валя сама нашла. Потом уже, находясь дома, узнал, что это Наталья Викторовна ее нашла, а тетя Валя быстро примчалась в город, где был Ваня. Доброта тети и ее семьи помогла мальчику пережить разлуку с сестрой. Про мать он старался не вспоминать. Его целью была учеба. Он хотел поступить в медицинский. Все, что с ним произошло за его не столь длинную жизнь, не сделало его черством. Наоборот, он все так же, или даже больше, стремился помогать людям. И не только семье тети Вали, а просто всем. Прошли годы. Ваня выучился на фельдшера, работал в больнице, женился на славной девушке Лене. У них родился сын. Жили не бедно, не богато, зато дружно. Тетя Валя была рада за племянника, и он тоже ее не забывал. Они с Леной и маленьким Максимкой часто заходили в гости и помогали, чем могли. Вот только о Свете он так ничего и не узнал. Ваня согласился даже в соцсетях зарегистрироваться, хоть и не нравились они ему, а все для того, чтобы найти сестренку. Раз в неделю он обязательно просматривал соцсети, но все девушки с нужным именем и фамилией не были его сестрой. В эти моменты он расстраивался, но Лена тут же находила нужные слова, чтобы приободрить. И вдруг вечером Ване позвонил кто-то с неизвестного номера. Он всегда брал трубку, потому что могли позвонить с работы. Особенно в такое время ему больше никто не мог позвонить. Но это позвонила Света. «Здравствуй, мой дорогой брат. Как я хочу тебя увидеть. Мы недавно вернулись назад в наше село. Мне тебя помогла найти по интернету наша соседка. Если ты будешь не против, можно я приеду к тебе в гости?» Он сначала не мог вымолвить и слова, не верил своему счастью, а потом ответил, что очень будет ее ждать. Ехать Свете 200 километров, но автобусы ходили часто. На работе взял 2 дополнительных выходных. Ему не пришлось долго просить руководства. Ваня так часто выходил в свои выходные, подменял коллег, что у него накопилось много неотгуленных выходных. Он стоял, и его всего трясло. Лена крепко сжимала руку мужа. Она понимала, что сейчас происходит с ним, и поехала вместе встречать Свету. Света шла навстречу брату и радостно махала рукой. И как узнала только в толчее на вокзале. Она обняла его и заплакала. «Ваня, я тебя как увидела, сразу узнала. Ты не изменился, только повыше стал, но и пошире». У Вани тоже в глазах защипало, но он улыбнулся. Они бы так стояли вечно, но Лена напомнила им, что дома ждет маленький Максимка и что соседка только час может с ним посидеть. «Ой, а у меня и племянник есть, а я без подарка. У тебя на страничке нет фото ребенка». «Не беспокойся, Светочка, лучшим подарком для него будет знакомство с тетей. А фото там Ваня никакие не выставляет. То единственное, что есть, еле уговорила, ведь он там зарегистрировался только для поисков тебя», — сказала Лена. «Даже фото выбрал подростковое, чтобы ты точно узнала его». Света улыбнулась и еще раз обняла брата. После ужина Света рассказывала. «Ты на маму не обижайся. Ей дядя Коля сразу сказал, как они познакомились, что ее и с детьми возьмет. А она побоялась 2 забирать. Вдруг это он просто так сказал. Поэтому забрала меня. Она мне говорила, что попозже и тебя заберет.
Я не хотела без тебя уезжать. Плакала, что даже попрощаться не дали. А потом у них родились двойняшки, Лика и Витя. Потом еще дочка. Света опустила голову. Она чувствовала себя виноватой, хоть и не было ее вины. Живут они хорошо, богато. Дядя Коля хорошо зарабатывает. Он хороший токарь. Колымов много. Мы даже на море 2 раза ездили. И опять опустила глаза. «Где ты работаешь или учишься? Друг есть?» Поинтересовался Ваня и решил этим разрядить обстановку. Света смутилась. «Да, я после школы дома осталась. По дому помогаю, в огороде, со скотиной управляюсь. Мама работает в администрации. А насчет друзей? Так у меня на них и времени нет. Пока все дела переделаю, так и ночь на дворе наступает». Сестра уснула, едва ее головка коснулась подушки. Ваня случайно скользнул взглядом по ее одежде, аккуратно сложенной на стуле. Все было чистеньким, но таким старым и немодным, совсем не для молодой девчонки. Все в голове у него сложилось. Лена тоже смотрела на вещи Светы, на ее бледное лицо. Худобу ты и раньше заметила, и что ест, как птичка, как будто боится лишнего съесть. Все поглядывает по сторонам. А Лена на эти взгляды только пододвигала поближе к ней тарелку с чем-нибудь вкусненьким и улыбалась. «Я больше не отпущу ее к матери. Она сделала из нее служанку, а ей надо учиться, устраивать свою жизнь», сказал Ваня жене. И она согласилась с ним. Она сама думала поговорить с мужем об этом чуть позже, как пойдут к себе в комнату, чтобы Света не услышала. Но Света так крепко уснула, что и так не слышала их разговора. Ваня взял Светин телефон и позвонил матери. «Света, ты где? Ты же обещала к вечеру приехать. Ты что, решила все взвалить на меня? Кто ребятишкам будет завтрак готовить? В доме бардак, во хлеву не убрано», выговаривала недовольная мать. «Света уже спит. Это я, твой сын. Меня Иваном звать, если ты забыла. Света у меня поживет. Собери ее вещи. Деньгами тоже дайте. Я думаю, она их заработала. Я Свету на работу к нам в больницу устрою. Хоть санитаркой пока. А там и учиться пойдет, заочно. И не вздумай возражать. Ты вроде в своем селе авторитетная дама. Никто же не знает, как ты детей бросала. И отказ от сына накорябала, не дрогнувшей рукой. Будешь брыкаться, я приеду и расскажу твоим землякам некоторые факты твоей биографии. Я могу так общественное мнение всколыхнуть, что тебе небо с овчинку покажется». И Ваня закончил разговор. Утром Ваня сказал Светочке, что она остается пока с ними. Хватит ей играть роль рабыни Изауры при родной матушке. «А мама?» – засомневалась Света. «А она сама справится. Ты ей ничего не должна. О себе пора подумать», – твердо сказал Ваня и обнял сестру. Дня через 2 мать передала с Аказии Светочкины вещи и деньги. Немного, но хоть что-то. И у Светы началась новая жизнь. Она работала на кухне в больнице, поступила на заочное отделение в экономическом колледже, дружит с хорошим парнем, отношения у них серьезные, и дело идет к свадьбе. Она не устает благодарить за помощь брата и Лену. «Брось свои телячьи нежности и благодарности. Мы же родные люди и должны помогать друг другу. Жалко, что я раньше не знал про твою жизнь. Я думал, ты купаешься в маминой любви и заботе, а у тебя вон что было», — отвечает ей Ваня. «Ты только учись хорошо. Да смотри, Вовку своего не потеряй. Хороший он парень». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.